Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. В первой части мастер-класса мы связали вот такую заготовочку для будущего Деда Мороза, а сегодня полностью закончим с ним и со Снегурочкой. Для начала нам необходимо обвязать 9, 18 и 26 ряды за передние полупетли пряжи Минк. Берем пряжу норка белого цвета и крючок 2 мм. Начнем с 9 ряда. Чтобы ворс лежал правильно и был направлен наверх, игрушку не переворачиваем вниз головой. Находим место, где у нас идет разрыв в 9 ряду. Это зад игрушки. Присоединяем нить и вяжем за передние полупетли 54 столбика без накида. Я присоединяю нить следующим образом. Ввожу крючок под переднюю стенку последней петли 9 ряда, захватываю рабочую нить. При этом необходимо оставить небольшой хвостик, в дальнейшем мы его спрячем. Дальше ввожу крючок под переднюю стенку первой петли 9 ряда, захватываю рабочую нить и провязываю первый столбик без накида. Теперь вяжем еще 53 столбика без накида за передние полупетли. Последний столбик без накида провязываем туда, откуда у нас выходит хвостик. Все, закончили с обвязкой, можно обрезать ниточку. Теперь два хвостика связываем друг с другом 2 узелочками. Ниточки пока не прячем, обвяжем еще 2 ряда, а затем займемся хвостиками. Обратите внимание, ворс у нас смотрит наверх. Теперь займемся 18 рядом. Здесь мне больше нравится, когда ворс смотрит вниз. Обвязываем таким же образом, как и 9 ряд, только в этом случае переворачиваем игрушку. Теперь для нас первый столбик этого ряда будет считаться последним, а последний столбик этого ряда первым. Присоединяем ниточку таким же образом. Вставляем крючок под переднюю стенку последней петли. Захватываем рабочую ниточку, оставляя небольшой хвостик. Вставляем крючок под переднюю стенку первой петли, захватываем рабочую ниточку и провязываем первый столбик без накида. Вяжем еще 41 столбик без накида. Последний столбик провязываем в ту петлю, откуда у нас выходит хвостик. Все, закончили вязание, обрезаем ниточку. Опять делаем 2 узелочка. И пока оставляем хвостики в покое. Посмотрите. Теперь ворс у нас направлен вниз. Теперь займемся 26 рядом. Берем опять пряжу Минк, находим место разрыва 26 ряда. В этом случае
игрушку не переворачиваем. Присоединяем нить точно так же. Провязали первый столбик без накида, вяжем еще 29 столбиков без накида за передние полупетли 26 ряда. Все, закончили с 26 рядом, обрезаем ниточку и вытягиваем ее. Опять делаем 2 узелочка. Смотрим, как у нас получилось. Здесь ворс смотрит наверх, здесь вниз. А у основания колпачка опять наверх. Теперь спрячем хвостики с помощью иглы. Вставить эту пряжу в иглу сложно, но можно. Теперь вводим иглу в основание узелочка и выводим в другом месте. Делаем так пару раз и обрезаем ниточку. То же самое делаем со всеми остальными хвостиками. Вот я избавилась от всех хвостиков. Теперь наша игрушка становится все больше похожей на Деда Мороза. Настало время заняться бородой. Для этого опять берем пряжу Минк белого цвета и крючок 2 мм. Вяжем первый ряд 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, делаем воздушную петлю и провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И провязываем второй ряд 5 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда вяжем по 2 столбика без накида. Здесь петельки очень плохо видны, поэтому придется постараться. В конце делаем один соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Все, связали бороду. Обрезаем ниточку, оставляя длинный хвостик для пришивания этой детали к игрушке. Бороду мы будем пришивать изнаночной стороной вверх, потому что она более пушистая. Поэтому хвостик от кольца амигуруми необходимо перенести на обратную сторону. Делаем это с помощью крючка. Вот такая небольшая борода у нас с вами получилась. Теперь займемся помпоном. Для того, чтобы сделать помпон, нам необходима обычная вилка и небольшой кусочек пряжи белого цвета Yarn Art Ideal.
Берем пряжу Минк и делаем примерно 25 оборотов вокруг вилки. Обрезаем ниточку. Берем белую пряжу и ею нам необходимо перевязать посередине будущий помпончик. Делаем 2 узелочка. Снимаем с вилки. Вот эту тоже длинную ниточку необходимо обрезать. Вот такой помпончик у нас получился. А по краям мы не обрезаем пряжу, потому что она будет очень сильно сыпаться. Помпончик готов. Теперь займемся личиком. Так как у меня глазки полубусинки, их в принципе можно и приклеить к игрушке. Но в моих глазках есть по 2 отверстия для пришивания, поэтому я их пришью к игрушке. Возьму обычную швейную иглу и ниточку черного цвета и буду пришивать. Для этого введу иглу где-нибудь сбоку, выведу туда, где у меня будет первый глаз. Хвостик от ниточки необходимо оставить сбоку. Теперь беру глазик и нанизываю его на иглу с нитью. Буду пришивать как обычную пуговичку. Один глаз пришит, займемся вторым глазиком. Его пришиваем на небольшом расстоянии от первого глаза. Все, пришили оба глазика. Теперь ниточку необходимо вернуть назад, туда, откуда у нас выходит хвостик. Делаем 2 узелочка и прячем хвостики внутри игрушки. Глазки пришиты, пришло время заняться носиком. Приклеим чуть-чуть ниже глазок с помощью клея. Отодвинем ворс, чтобы он нам не мешал. И нанесем на обратную сторону носика клей Момент Кристалл. Аккуратненько приклеим. Теперь обязательно необходимо дождаться, когда клей высохнет и деталь полностью и хорошо приклеится к игрушке. Только после этого будем продолжать работать с Дедом Морозом. Носик хорошо приклеился к игрушке, теперь можно заняться бородой. Берем бороду, вставляем хвостик в иглу, а кончик от кольца амигуруми можно немножечко обрезать, потому что он очень длинный, но не совсем до конца, чтобы деталь у нас не распустилась. Будем пришивать, как я уже говорила, изнаночной стороной наверх. Присоединяем бороду к игрушке английской булавкой. Отодвигаем ворс наверх, чтобы мы могли видеть петли последнего ряда. И будем пришивать
захватывая их и натягивая при этом ниточку. Пришиваем по кругу. Теперь отодвинем ворсинки, чтобы они нам не мешали, и сделаем узелочек. И можно прятать ниточку внутри игрушки. Выведем ее подальше и обрежем. Вот мы и пришили бороду к Деду Морозу. Можно немножечко с помощью иголочки, захватывая ворсинки, вытащить их наружу. Потому что когда мы пришивали бороду, мы цепляли их. Вот такая небольшая пушистая борода у нас с вами получилась. Теперь займемся помпоном. Вставим хвостик от помпона в иглу и начнем пришивать. Введем иглу в кончик колпака и завяжем 2 хвостика на 2 узелочка. Теперь хвостики необходимо спрятать. Помпончик пришили. Теперь осталось только вышить снежинки на одежде Деда Мороза. Для этого вставляем пряжу белого цвета Yarn Art Ideal в иглу и начинаем вышивать. Вводим иглу где-нибудь сбоку, выводим там, где у нас будет начинаться снежинка. Хвостик оставляем снаружи и вышиваем снежинку. В конце выводим иглу с ниточкой туда, где у нас хвостик первоначальный. И прячем ниточки. Таким же образом вышиваем столько снежинок, сколько нам хочется. Я вышила 2-ю снежинку с другой стороны от бороды и 3-ю сзади игрушки. Все, наш Дед Мороз готов. Теперь пришло время заняться Снегурочкой. Снегурочку я вязала так же, как и Дед Мороза, только для одежды и колпака использовала голубую пряжу. А также не делала для нее бороду и носик. Вместо бороды у Снегурочки будут волосы, а вместо носика маленький розовый ротик. Для того, чтобы сделать волосы, я порезала акриловую пряжу на кусочки длиной 20-25 сантиметров. Теперь будем присоединять их к голове игрушки. Для этого складываем каждый кусочек пополам и вводим крючок на 1 ряд ниже колпака, а выводим из отверстия сразу под колпаком. Захватываем пряжу желтого цвета, выводим ее и прикрепляем как бахрому. Вот таким образом.
прикрепляем второй кусочек пряжи желтого цвета. Опять вводим крючок в отверстие, выводим в верхнем отверстии, складываем кусочек пряжи пополам, выводим и прикрепляем. Таким образом, нам необходимо пройтись по всей окружности головы под колпаком и заполнить каждое отверстие. Вот я и закончила с волосами. У меня на это ушло 36 кусочков желтой пряжи, потому что в том ряду, куда мы вводили крючок, находится 36 столбиков без накида, соответственно 36 отверстий. Теперь можно сделать прическу. Я буду плести 2 косички по бокам Снегурочки. Вы можете придумать любую другую прическу, на которую хватит фантазии. Распределяем волосы на 2 пучка и вяжем косички. В конце цветной ниточкой перевязываю косичку. Делаем вторую. Теперь можно подровнять волосы. Ну и осталось нам только вышить ротик. Вставляем нить розового цвета в иглу и вводим иглу сбоку игрушки. Выводим чуть-чуть ниже глаз на 1 ряд. Вышиваем маленький ротик. Выводим иглу там же, где у нас хвостик. Завязываем на 2 узелочка и прячем ниточки внутри игрушки, как мы уже делали неоднократно. Вот мы и связали Снегурочку и полностью закончили с ней. Вот такая она у нас получилась. Таким образом, у нас есть Дед Мороз и Снегурочка. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!